курил сигарету. And then he chose some pieces of betel nut. И также жевал бетель. Ну, это такой. So Лист бетеля. he doesn't take food, he takes very little food. Очень мало ел. And very critical mind. И был имел очень критичный ум. And you know, when we have seen him first, И когда мы его в первый раз увидели, he was always with the same dress, он not changing. Он ходил к нам все время в одной и той же рубашке, никогда ее, видимо, не менял. Even though it is dirty and it is smelling. Она была ужасно грязная и воняла. He was staying in a room, in a small house. Он жил в каком-то своем маленьком доме. He was not married at that time. Никогда не был женат. And once when I went to his house, И однажды, когда я пришел в его дом, it was a mess. Я увидел, какой там страшный беспорядок. Everywhere books, everywhere clothes. Везде книги, какие-то обрывки, And какая-то одежда разбросанная. Not cleaning the house. Он никогда не убирался в доме. So difficult to enter, and also don't find any clean place to sit. Туда было страшно зайти, и невозможно было найти какого-нибудь чистого места, чтобы сесть. But he was a scholar. Но при этом он был ученый. He was a good writer, a scholar. Писатель, ученый, хороший. Then we were observing what he is coming to the master and what master is going to do with this fellow. И нам было интересно, как вот к нему относился мастер, что он будет с ним делать. And then after some months, и потом через несколько месяцев, when he came closer and closer to the master, когда он ближе и ближе, сближался больше и больше с мастером, then master advised him that he will give some medicine for him because he is not having proper appetite and all these things. Тогда мастер предложил ему дать какой-нибудь препарат, потому что у него плохой был аппетит, чтобы немножко улучшить его пищеварение. And master directly gave him sulfur 50,000 CH. И мастер дал ему сульфур 50 М. And then for about a month or 1.5 months, if we don't find any change, потом в течение примерно 1 месяца мы не видели никаких изменений. But suddenly one morning he came with clean shave and all these things and changed clothes. Но однажды утром он к нам пришел, побритый, постриженный, чистый, в новой рубашке. It was really a shock for me to see. Для нас это был шок полный. I could not believe. Мы не могли поверить своим глазам. And then after 1 year or 1.5 years, master has given another dose of 50. Потом, через примерно 1,5 года, мастер дал следующую дозу сульфура 50. Какой был характер этого сульфура, который пил кофе и курил сигареты? What was his character? His character means this is the character, how he... Это и есть характер. То, что он был
очень умный, ну то есть очень развитый интеллект, очень ученый, а при этом всех критиковал, очень начитанный, мог долго говорить на умные темы. И Раздражительность присутствовала. Кофе пил. was he irritable? Huh? Was he irritable? What he used to eat? No, Irritable. irritation. No, not irritable, Нет, он but не был. critical. Он не был раздражительным, но он был очень, Arguing. очень большой критикан. He likes to argue with people. И он любил спорить. No. Он не раздражался, но он спорил и критиковал. When once you enter into any sort of argument with him, he keeps you engaged for some hours in the argument. Если ты случайно с ним начинал какой-нибудь разговор такой, ну, дискуссию, тогда он продолжал эту дискуссию в течение часов. Ну, то есть 2, 3, 4 часа мог с тобой дискутировать. And gradually we found a change in him, in his attitude, in his argumentation and all these things, and then И постепенно мы начали замечать изменения и в его отношении к миру, и в его аргументации во время дискуссий. in the course of 3 years like that, В течение примерно 3 лет then he became almost like a normal person, он стал почти совершенно нормальным человеком, orderly in his house. We found, у него дома воцарился порядок, and also his food habits and all these things у него changed. стали нормальные привычки в еде, нормально стал кушать. Then he started to work with master, because master used to dictate books and he used to write also. So И он he стал entered сотрудничать с мастером, потому что мастер он надиктовывал книги, мастер написал очень много книг, он их надиктовывал, и он вот писал их все He с became голоса. he entered into the spiritual discipleship master. И он стал духовным учеником мастера. And then after another 1 or 2 years, then master selected a woman. А потом еще прошло him. года 2, и мастер подобрал ему жену. У них это так, да. And he explained that lady about how he was and how he is transformed now. И он рассказал этой женщине, какой он был и каким стал. And that lady also is very much devoted to master. Эта женщина, она тоже была очень преданной мастеру. But she was a very orderly lady, И она очень любила порядок, hardworking, orderly. много работала. So then master performed marriage for them. И мастер их поженил. Then it was a good couple. И это была очень хорошая пара. They had a very good life. They have 2 children. Они хорошо жили, прижили 2 детей. So all this was impossible when we have seen him first. We never thought of all these changes. И все это было чудо, потому что когда в первый раз мы его увидели, это было просто неприменимо к нему. Сколько лет было вот на момент начала изменения? How old was she at the beginning, or him? He at that time I was 20 and he was 30 years of age, when 30 to 35, about that, between 30 and 35. Где-то между 30 и 35 ему было. He is not living now. He passed away after some years. С какое-то время он умер, сейчас его уже. So, you see, such are the examples how you have to treat, how you have to administer the dose, how you have to wait,
So it is a long procedure. То есть вот примерно так должно идти лечение. Это долгая процедура, то есть это лечение, это не быстрое дело. Вам нужно наблюдать и понимать, как продолжить лечение, в какой момент. In these chronic cases, В этих хронических случаях, if the doctor is hasty если доктор спешит and administers frequent doses и of medicine, часто назначает дозы, then what happens is тогда что случается? the patient develops the symptoms of the medicine along the Так- symptoms which he was already having. Тогда вместе со своими симптомами пациент развивает еще и симптомы препарата. Then the constitution gets complicated. И тогда конституция получает осложнение. Then the situation misleads the doctor and the patient also. И тогда и доктор входит в заблуждение, и пациент тоже получает дополнительные проблемы. Because in such cases, when you administer the remedy in high dilution, you cannot expect an immediate change. Потому что когда мы назначаем препарат в очень высоких разведениях, мы не можем ждать быстрых результатов. It may take 6 months or 1 year to find a perceptible change in him. Может пройти полгода или пройти год до того, как проявятся эти изменения. So therefore the doctor should have much patience. Поэтому доктор должен иметь большое терпение. In the case of external injuries, В случаях внешних каких-то травм, where there are bruises on the body, когда на теле синяки, and when the physical suffering is too acute, и когда физическое страдание очень острое, then suppose a remedy like arnica is indicated, и, например, человеку положено принять арнику в соответствии со всеми его симптомами, then in this case you have to administer arnica in 6C in frequent doses. тогда в этом случае мы даем ему арнику в 6С в очень частых дозах. So according to the intensity of the suffering, you can administer 3 or 4 doses in a day. В зависимости от интенсивности симптомов мы можем давать 3-4 дозы в день. So in this case, if you administer arnica in 200C, then Потому что если в этом случае мы ему дадим арнику 200 or in 1000 CH, или 1000, then you won't get, the patient does not get any relief, мы не увидим никакого облегчения у него. and he may develop the symptoms of arnica on higher plane, vital and mental planes. И он может развить, плюс к этому он может развить ментальные симптомы арники. So in this example, even though the remedy is selected according to similarity, even though it is the right remedy, but a wrong potency is given, therefore the case is spoiled. И это показывает, что если даже мы правильно подобрали по подобию препарат, но если потенция неправильная, тогда мы можем ничего не добиться. In the cases like, for example, a scorpion bite, В случаях ужаления очень ядовитыми какими-то животными, такими, например, как скорпион or a snake bite, или змея, then you need a very quick action. тогда требуется очень быстрое действие лекарства.
потому что опасно Then для жизни. what we do is we take we use the medicines like echinacea, but in mother tincture we start. Тогда мы используем такие препараты, как Игнешия, Echinacea. Игнация. ECHI. Echinacea. эхинацию. 30 No, in mother tincture. Ага. Тогда мы используем эхинацию в материнском разведении. You can make a dilution with water Можем развести ее с водой and keep giving for every 10 minutes. и давать каждые 10 минут. Капелька. And at the same time, simultaneously, you can keep applying И the tincture одновременно, on the spot where и the bite is. одновременно наносить ее снаружи. Ту же игнацию в материнском разведении. Ой, эхинацию, извините, пожалуйста. హోమియో బ్రదర్హుడ్ అది ఆస్తమా అడిగారు. Hmm. Then in the cases like dog bite Или в таких случаях, как укушение собакой, or a bite from the rat or cat, или крыса, если укусит, или кошка, если укусит. then as soon as possible you have to administer belladonna in 6 potency. Нужно немедленно дать белладону в 6-й потенции. Start with 6 potency, Начать с шестерки, 2 or 3 doses 2-3 дозы with an interval of 1 hour, с интервалом в 1 час. and then you have to wait for 24 hours Потом ждем 24 часа and administer a dose of belladonna in 30 ch. И даем белладону в 30-ке. And repeat in 30 ch in another 2 days. И даем ее еще 2 дня каждый день. Один раз в день. And after another 2 days, give belladonna in 200 potency, А потом еще 2 дня даем в потенции 200. 1 dose. По одной дозе. And after a gap of 2 or 3 weeks, А потом через 2-3 недели после этого you have to give a dose of Tuya 6 ch. нужно дать тую шестерку. And after an interval of 1 week, you can give Tuya in 30 ch. А через неделю еще раз тую, но уже в 30-м разведении. То есть шестерку однократно? 6 only once. One Oh, dose. 1 Да. dose in 6 and 1 dose in 30. Шестерку одну дозу, а потом 30-ку одну дозу. And when you start the treatment in these cases also, И в этих случаях, как бы при начале лечения, you can apply the tincture of acacia externally. мы также наносим наружно на место укуса эхинацию в материнском разведении. So actually, these cases like fall, injury, bite, food poisoning, these are all not really diseases. На самом деле все вот, что перечислено, это всякие ужаления, укушения, это не является истинными
заболеваниями. They are Травмы. all emergency situations Это просто неотложные ситуации, caused by the external causes. которые возникли от внешней причины. So in such cases, И в таких случаях the course of treatment is a little bit different from normal homeopathic treatment. курс лечения, он отличается от обычного нормального гомеопатического лечения. That is what you have seen in these examples. И поэтому мы видим вот в этих примерах, почему мы так лечим. But the treatment of real diseases, Но лечение истинных заболеваний that уже should не be надо. completely in the manner in which we have studied before. Их нужно лечить так, как мы раньше лечили. Может быть, объявление только So in the real diseases also, the treatment of acute diseases is different from the treatment of chronic diseases. Но и в настоящих заболеваниях лечение хронических заболеваний отличается от лечения острых заболеваний. So where there is speedy crisis in acute diseases, То есть, когда мы имеем быстрый кризис в острых болезнях, so you have to start with lower dilutions. мы начинаем с низких разведений. Even in acute diseases, if you find conditions like restlessness, palpitations, Но мы помним, что если даже в острых случаях мы находим какие-то anxiety, ментальные проявления, then как беспокойство, там, тревогу, двигательное беспокойство, тоску, then you have to administer the indicated remedy in 200 or 1000 тогда мы назначаем в разведении 200 тысяч, only in single dose, единственную дозу, mostly. в основном. Чаще всего единственная доза. So this is how you have to follow regarding the dose and dilutions. Это кратенько то, что касается доз и разведений. This is what you find when you study the instructions from Hahnemann and Kent. И все это мы можем найти в инструкциях, которые даны Ганиманом и Кентом. Then you will be very successful in treatment. Если мы будем следовать этим инструкциям, мы будем очень успешны в своих лечениях. Now maybe we finish. Yes. Yeah, 5:30. И теперь, наверное, мы закончим на этом. Мы объявляли гораздо больше тем, но вот так. Москва не сразу строится. Видимо, быстро эти темы не дать. Вот. Спасибо большое за внимание.